Почему мечети в США имеют разные направления для молитвы? В одних кыбла на север, а в других на юг. Давайте разберемся, почему мусульмане Северной Америки молятся в разные направления. Ассаляму алейкум! Сегодня я расскажу, откуда взялось это разногласие и кто же прав, а также какое заключение относительно этого вопроса дал один из самых авторитетных исламских вузов мира Аль-Азгар, а также другие ученые. Давайте начнем с основы, чтобы понять, как вообще по шариату определяется кыбла. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна хияру ибадиллахи аллазина юру'уна аш-шамса валь-камара ван-нуджума валь-адиллата ли-зикриллах». Что означает: воистину наилучшие рабы Аллаха те, которые наблюдают за солнцем, луной, звездами и тенями для поминания Аллаха, то есть для выполнения намаза. Передал данный хадис ат-Табарони. Также сказано в суре Ан-Нахль: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Как разъяснил в своем труде Аль-Ум имам аш-Шафи'и, алямат включает в себя горы, известные своим расположением на земле, солнце и луну, звезды в небесах и ветры, известные своим направлениями, чтобы указывать на Каабу. То есть, исходя из вышеперечисленных аятов, следует, что для вопросов, связанных с выполнением намаза, такие как время намаза и направление для молитвы, используют эти признаки. Сахабы, да будет доволен ими Аллах, ориентировали михрабы, принимая во внимание расположение города по отношению к Мекке. Если город находится к северу от Мекки, то они ориентировали михраб на юг. Если на юге, то на север. Если на востоке, то на запад и наоборот. Эти михрабы существуют в мусульманских странах, и именно такой подход задокументирован в трудах исламских ученых. Например, имам ан-Науави в своей книге Аль-Маджму' говорит означающее: «Ичтихад может быть правильным только с использованием доказательств кыблы, которых много, и существуют даже целые книги на эту тему. Самые слабые из них – это ветры из-за их изменчивости, а самая сильная – это полярная звезда, которая маленькая и которая находится в созвездии Малой Медведицы между звездами Аль-Фаркадин и Аль-Джади». И подобные высказывания есть у ученых всех 4 мазхабов. Из вышеперечисленных аятов, хадисов и слов ученых следует, что основа в определении кыблы – это знание соотношения города по отношению к Мекке, опираясь на известные признаки, такие как Солнце, Луна, полярная звезда и так далее. Теперь, зная основу, давайте разберемся, как определяют кыблу обе группы. Мне удалось установить, что старые мечети в Канаде и США были ориентированы на юго-восток, а кто первым начал ориентировать их на северо-запад, нигде в официальных источниках не указывается. Однако есть некоторые статьи приверженцев данной версии. Они утверждают, что для определения кыблы необходимо ориентироваться на кратчайший путь до Мекки. Так, в письме одного инженера, которое было опубликовано в канадской газете, утверждается, что сферическая тригонометрия слишком сложна для понимания обычных мусульман, и что, согласно этой теории, кратчайшим путем от Северной Америки до Мекки будет направление через северо-запад. Однако, судя по всему, данный человек не имеет религиозного образования, так как приводимые им самим же труды исламских ученых противоречат его словам. Например, он упомянул Ибн аль-Банна, который в этой теме говорит: «Кыбла для жителей Запада и северных регионов от Мекки, как Северная Америка,
находится в юго-восточной четверти. И тот, кто молится в юго-западной четверти, ошибается точно так же, как если бы молился в северных четвертях. Также в начале этого видео мы рассказали о том, как согласно шариату определяется кибла. И нигде подход кратчайшего пути упомянут не был. Что касается второй группы, которая утверждает, что кибла для данного региона юго-восток, то они опровергают расчеты первой группы, так как в основе религия ислам проста, и для определения киблы не требуется делать сложные математические расчеты и знать сферическую тригонометрию. И такой метод показывает, что кибла в Северной Америке находится на юго-востоке, что соответствует легкости и простоте шариата. В Коране говорится «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха», что означает «Аллах не возлагает на человека то, что ему не под силам». Направление киблы является условием действительности молитвы, и уметь ее определять обязан каждый совершеннолетний мусульманин. А требовать от обычного мусульманина изучать эти расчеты было бы затруднительным, а Аллах не делает религию затруднительной, как об этом сказано в суре Аль-Хадж. «Вама джа'аля алейкум фиддини мин харадж». И для определения киблы в этом случае как раз-таки используются природные явления, такие как полярная звезда. Итак, мы разобрали доводы обеих групп, и пришло время узнать заключение исламских богословов, а также мнение астрофизиков и других ученых. Один из престижнейших исламских вузов мира Аль-Азхар на вопрос о кибле для жителей Северной Америки давал свой официальный ответ 3 раза. И все 3 ответа имеют одно заключение. Давайте прочтем одно из них. Пишут: в ответ на ваш вопрос, в котором вы просили указать правильное направление аль-киблы в городе Монреаль, сообщаем вам, что ваш запрос был передан доктору Джамалюддину Аль-Фанди, профессору астрономии и члену Исламской исследовательской комиссии, и он сообщил нам следующее. Первое. Математические формулы для сферических тригонометрических вычислений верны. Второе. Применение, представленное в вашем запросе, ошибочно, так как необходимо было вычесть полученное значение из 180 градусов в соответствии с математическими правилами. Третье. Аргументация, представленная в вашем запросе, научно неверна и отвергнута. Соответственно, направление аль-киблы в городе Монреаль составляет 180 градусов минус 58 градусов, что равно 122 градусам от северного направления, и это юго-восток. Помимо Аль-Азхара, свое заключение относительно того, что кибла в Северной Америке на юго-восток, также дали и другие муфтии и имамы со всего мира. С запросом о том, чтобы дать свою оценку относительно киблы в Северной Америке, мусульмане также обратились и к некоторым ученым и профессорам университетов. Например, к таким как профессор географии Найт из Канадского университета, картограф Пол Джонсон из Университета Британской Колумбии, президент Арабского института навигации, командор Садек и другим, которые в своих ответах были единодушны в том, что кибла для Северной Америки – это юго-восток. Что ж, если мусульмане, которые находятся в Канаде и Северной Америке, хотят, чтобы их намаз был принят, им следует молиться в юго-восточном направлении. Хада ва астагфируллаха ли ва лакум.